Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Что это такое? Там, вдалеке. Это корабль! Посмотрите, какой огромный! Протеане, выходцы с одной единственной планеты, охватили своей империей всю галактику. Но даже они карабкались вверх по останкам своих предшественников. Их величайшие достижения, ретрансляторы и цитадель, основаны на технологиях тех, кто был до них. А потом протеане исчезли, как и прочие забытые цивилизации в истории галактики. Я посвятила всю свою жизнь тому, чтобы выяснить причину этого. Их уничтожила раса разумных машин. Пожинатели. О боже, это адмирал Кахоку. Наверное, Цербер его выследил.
Капитан, я рад, что нам наконец-то выслали помощь. Но вы немного запоздали, не так ли? Арселия? Извините, капитан, нервы у всех на пределе. Берегись! Кеты в башне! Защищайте центр колонии! Я не хочу умирать! Пожалуйста, не дайте мне... Так что, пора отправляться в главный лагерь гетов? Стоит спросить Файдане, но мне кажется, здесь уже все в порядке. Башня в безопасности. Спасибо вам, капитан. Я рад, что колония в безопасности. Ценю вашу заботу. И, разумеется, вашу помощь в борьбе с геттами. Их наступление приостановлено. Но они вернутся. Они всегда возвращаются. Чего они хотят? Если у вас есть вопросы, задайте их кетам. Непонятно, что им нужно. Они просто напали на нас. Сами мы о них ничего не знаем. Основная их база в штаб-квартире Экзогени. Самое лучшее место для поисков ответов на ваши вопросы. Что такое экзогения? Это компания, в которой большинство из нас работало до нападения. Она основала эту колонию. Аэрошоссе идет как раз до Экзогения. Пропустить это место невозможно. Да уж. Но путь преграждает целая армия геттов. Вот так. Я и не надеялся, что будет легко. Если вы продолжите уничтожать геттов с тем же успехом, у колонии появится шанс. Расскажите мне о колонии. Жизнь здесь непроста. Временами жестоко даже без всех этих ужасов. Министерство колонии на Земле утверждало, что мародеры здесь не появляются. А уж на геттов-то они точно не рассчитывали. Несмотря ни на что, здесь необычайно спокойно. Никогда раньше я не испытывал такого чувства. Сколько вас было до нападений? В главном поселении была почти 1000 человек. В моем более 200. Когда первая волна атаки смела наши укрепления, мы отступили к Надежде Джу. Нормандия невелика, но я бы мог вас увезти отсюда. Истребители геттов не дадут нам далеко улететь. Нет, мы не уйдем, это наш дом. Здесь такие возможности для роста, каких не встретишь на других планетах. Что вы можете сказать об оборонительных сооружениях геттов? Подробностей я не знаю. Но полагаю, что они укреплены лучше командного поста. Они посадили, по крайней мере, 1 корабль у Экзогени, а на аэрошоссе я видела большие танки. Следует ожидать жестокого боя. Расскажите мне подробнее об экзогении. Экзогения финансирует эту колонию. Без них мы бы здесь не задержались. Они специализируются в сфере колонизации. В обмен на финансовую поддержку мы работаем на них. Основная цель компании – добыча ценных артефактов и ресурсов. Правда, ничего такого здесь нет. Или есть, но мы еще не нашли. Интересно. Может, именно их ищут гетты? Возможно. Ну, так мы действительно еще не нашли ничего ценного.
Конечно, геттам может быть известно что-то, о чем мы еще не знаем. Я поговорю с вами, когда выясню больше. Удачи, капитан. Вам нельзя идти туда. Что там такое? Я могу рассказать вам. Рассказать все. Как тебе это понравится? Нет! Так больно мне еще не было. Молодец, стараешься. Что с вами произошло? Получаю наказание от хозяина. Постоянно напоминает мне, что я еще живой. Вы здесь из-за геттов, правда? Не только вы здесь интересуетесь этими железками. Кто еще ищет геттов? Ищет не геттов, а способ избавиться от них. Они мешают... Хотят добраться до... Оставим его. Ему ничем не поможешь. Я могу вам чем-то помочь? Вы хотите, чтобы я вам помог? Помочь мне? Нет, мне никто не поможет. Лучше я погибну, сражаясь. Сражаясь с кем? Сражаюсь не в том смысле. Это как продираться через колючие кусты. Чем сильнее трепых... Время вышло. Снова начинается. Поговорите с Файданем. Попросите его... Аккуратнее. Последний отряд ушел на юг. Что они ищут? Поймали сигнал коммуникатора. Слабоват, чтобы определить направление, но кто-то там точно есть. Снова сигнал, капитан. По-прежнему непонятно откуда. Есть признаки движения. Элизабет может быть еще там. Прошло всего несколько дней. Она моя дочь. Я буду надеяться на последнее. Держитесь на расстоянии. Боже правый, Джонг. Они явно не гетты. Отойдите, Джулианна. Кто вы? Что вам нужно? Капитан Шепард, я здесь, чтобы помочь вам разобраться с геттами. Видите? Не стоило волноваться. А вы слишком доверчивы, Джулианна. Как хорошо встретить дружелюбное лицо. Боже правый, я думала, мы последние выжившие на планете. Файдань и некоторые поселенцы из Надежды Джу все еще живы. Вы же сказали, что они погибли. Я сказал, что они, вероятно, погибли. Они не погибли, но гетты доставляют им немало хлопот. Мы знаем, что это такое. Эти проклятые синтетики не знают жалости. Мы близко от их базы. Вы почти добрались, дорогой капитан. Они окопались в штаб-квартире Экзогени, дальше по аэрошоссе. Это штаб-квартира, частная собственность, солдат. Убивайте геттов, но ничего там не трогайте. Меня не интересуют секреты вашей компании. Капитан, пока вы не ушли, моя дочь Элизабет, она пропала. Лучше им не тратить время на ее поиски. Мы произведем подсчет жертв, когда оттуда уйдут гетты. Это вы так говорите о моей дочери? Она еще жива, я знаю. Где ваша дочь, Джулиана? Боже правый. Она была в здании Экзогени, когда началась атака. Ах да, там имеется несколько мест, где можно спрятаться ненадолго. Если она там, я постараюсь помочь ей. Спасибо, дорогой капитан. Спасибо.
А почему вы отделились от колонии Надежда Джу? Большинство из нас жило рядом со зданием Экзогени. Надежда Джу использовалась в основном как порт. Когда напали гетты, мы разбежались. Пока вы не рассказали нам о других выживших, мы думали, что все остальные погибли во время первой атаки. Если бы мы знали, что они живы, мы бы попытались найти их. Они сейчас в относительной безопасности. Может, вам стоит пойти туда? Нет, нет, нет. Не думаю, что это хорошая идея. У нас нет транспорта, а на аэрошоссе небезопасно. Боже правый, Джонг, в этом здании небезопаснее. Послушай, лучше всего нам сейчас тихо сидеть и ждать подкрепления от компании. Рано или поздно оно прибудет. Расскажите мне о колонии. Мы обосновались здесь 4 года назад. До нападения рост был стабильным. Больше всего нас беспокоило отсутствие ресурсов. Здесь нет почти ничего ценного. Тем не менее, мы справляемся. Я даже начала чувствовать себя как дома. Что привело вас сюда? Я думала, это будет началом новой жизни. Боже правый. Я хотела улететь туда, где смогу менять жизни людей к лучшему. А теперь все, чего мы добились, разрушено. Трудно не потерять надежду. Вы знаете, какова цель геттов? Не имею ни малейшего представления. Мы точно не находили ничего ценного. О чем Экзогени нам без устали напоминает. Мы должны как-то возместить наши убытки. Ничего личного. Для чего использовалось это здание? Ах да, мы переделали его в штаб-квартиру Экзогени. Там в основном рабочие кабинеты и несколько научно-исследовательских лабораторий. В Экзогени мастера переделывать все и вся. Должна же была компания получать какую-то прибыль, Джулианна. Феррес еще далек от того, чтобы вести автономное хозяйство. Оставайтесь здесь, пока я не выясню, что затеяли гетты. Конечно. И, пожалуйста, не забудьте, если увидите мою дочь. Они выжили там. Они легко справятся. Пожалуйста, постарайтесь сократить стрельбу в здании Экзогени до минимума. Мы хотим минимизировать ущерб. Ах да, еще я должен сообщить, что компания не несет ответственности за травмы, полученные вами в здании. Неужели вы настолько не доверяете людям? Мне нравятся люди. И еще больше нравятся те, кто помогает компании Экзогени получать доход. Кто-то должен заботиться об интересах компании, а кроме меня некому. Расскажите о себе, Джонг. О себе? Меня послали сюда с обычным заданием оценить потенциальную доходность. Нападение для меня стало неожиданностью. С тех пор я здесь и застрял. Жду не дождусь, когда головной офис вытащит меня отсюда. Есть идеи, почему гетты напали на вас? Никаких. Нам самим пока не удалось тут ничего найти. Я не знаю, что они хотят отнять у нас. Тут для колонии-то едва средств хватает. Расскажите мне об Экзогене. Пожалуйста. Корпорация Экзогени является главным колонизатором в новых условиях межпланетной экономики. В сочетании с нашими основными деловыми интересами, исследования планет предлагают хорошие инвестиционные возможности для акционеров. Что за основные интересы компании? У Экзогени много дочерних компаний в самых различных областях. Наиболее перспективные связаны с технологиями инопланетян. Мы занимаемся и другими сферами, но для Ферроса это не актуально. Я пошел. Пожалуйста, будьте осторожнее в штаб-квартире. Давайте обойдемся без лишних разрушений. С нашим оружием через этот щит мы не прорвемся. Должен быть другой проход.
Назад хода не будет, капитан. Вот черт! Ой. Извините. Я думала, это гетто или варены. Теперь вы в безопасности. Ну что вы здесь делаете? Я сама виновата. Все побежали, а я осталась сохранять данные. А потом корабль геттов открылся, и они хлынули оттуда. Я оказалась в ловушке. Я пыталась выбраться, но путь был блокирован. Мы уходим отсюда, как только узнаем, что задумали гетты. Гетто — это полбеды. Они установили энергетическое поле. Они не хотят, чтобы кто-то добрался до... Я пришел сюда разобраться с геттами. Мне важно знать их цели. Я точно не знаю, но думаю, они здесь из-за Торианина. Что еще за хрен? Это местная форма жизни. Экзогени занималась ее изучением. Что еще вы мне скажете? Вы знаете, где искать этого Торианина? Полагаю, да, но туда не добраться, пока всюду шныряют гетты. Послушайте, нам нужно выбраться отсюда, пройти через это поле. Какие будут предложения? Не уверена, но думаю, его подпитывают с корабля геттов. Я заметила, что гетты везде прокладывают кабели. Можно пойти по этим кабелям, но это довольно опасно. Вы знаете, почему гетты интересуются Торианином? Это просто растение. Не знаю, зачем оно геттам. Его исследовали ученые из Экзогени, но, кажется, не обнаружили ничего особенного. Расскажите, что вам известно о Торианине? Я не так уж много знаю. Ну, по-моему, это что-то вроде растения. Оно очень старое, может, несколько тысяч лет. Расскажите мне о себе. Я просто лаборант в Экзогене. Я прилетела сюда с матерью. Я даже не знаю, выжила ли она. Она сейчас с другими людьми из колонии, пока ей ничего не угрожает. Она жива? Слава богу! Я думала, что я осталась одна. Пожалуйста, капитан, отключите это поле, чтобы я смогла увидеть мать. Оставайтесь здесь. Я расчищу путь. Вот, возьмите мою карточку. С ней вы откроете любую дверь. Не могу выполнить запрос. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику. Чёртова машина! Быстро отвечай мне, или я разнесу твою виртуальную задницу на куски. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику для получения 4-го уровня допуска, либо сообщите... Виртуал недоделанный. В противном случае отойдите. За вами образовалась очередь желающих получить доступ к консоли. Корпорация Экзогени напоминает всем членам персонала, что пользоваться оружием на частной территории корпорации строго запрещено. Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Бэйнам. Чем могу помочь вам? С чего ты взял, что я Элизабет? Ваша карта идентифицирует вас как Элизабет Бэйнам. Вам что-нибудь нужно, доктор Бэйнам? Какую информацию запрашивал последний пользователь? Сбор данных. Предыдущий пользователь попытался получить доступ к материалам по виду 37 под названием Торианин. Что ты ему ответил? Мне не удалось предоставить предыдущему пользователю необходимую информацию. Он не имел необходимого допуска, к тому же новых сведений о виде 37 не поступало. Все датчики и мониторы на наблюдательном посту в Надежде Джу вышли из строя несколько циклов назад. Какая связь между Надеждой Джу и Торианином? Вид 37 расположен в подземных сооружениях под Надеждой Джу. Расскажи мне все, что ты знаешь о Торианине. Торианин – это простая форма жизни. Растение, которое демонстрирует нехарактерные для других видов флоры свойства. Оно распространяет споры, которые могут проникнуть в дыхательные пути других организмов, включая людей. В дальнейшем он начинает их контролировать. Контрольная группа из Надежды Джу продемонстрировала интересные результаты. До отключения датчиков заражению подверглось почти 85% испытуемых. Ты говоришь, что в Экзогене знали о том, что люди заражены?
Это было необходимо для определения возможностей вида 37. Так вот, почему они вели себя так странно. Нужно предупредить Джокера. Джокер. Вызываю Джокера. Черт. Поле блокирует сигнал. Нужно отключить поле и вернуться в Надежду Джу. ВИ, расскажи, что ты знаешь о корабле геттов и о поле, которое он генерирует? У меня ограниченные данные по геттам. Они заблокировали все датчики внутри здания. Я зарегистрировал необычные флуктуации энергии, но не могу определить ее источник. Что тебе известно о геттах? У меня нет данных о геттах в этом здании. С момента их появления все мои датчики были намеренным образом выведены из строя. Расскажи мне о Торианине. Вид 37 был обнаружен несколько недель назад, когда небольшая группа была заражена спорами во время раскопок развалин близ Надежды Джу. В колонии немедленно был введен карантин и началось исследование инфекции. Через 21 день у 58% колонистов наблюдались изменения в поведении. Через 28 дней у 85%. Каковы размеры этого организма? Торианин имеет разветвленную структуру. В крупных нервных узлах он перерабатывает информацию, которую получает благодаря своим километровым отросткам. Было установлено, что диаметр нервных узлов примерно равен метру. Считается, что этого недостаточно для координации большого объема получаемой информации. Либо он обрабатывает информацию очень медленно, либо обладает мощным нервным узлом, который мы пока не обнаружили. Ты знаешь, как растение контролирует своих рабов? В случае отказа выполнять приказы хозяина, зараженный ощущает сильную боль. Она настолько сильна, что у зараженного вырабатывается рефлекс, не позволяющий им сопротивляться. Предполагается, что Торианин воспринимает своих подчиненных как полезное орудие. Он относится к ним с определенной бережностью, не допуская травм, как ремесленник бережет свои инструменты. Если их действия не противоречат намерениям хозяина, им позволено имитировать обычную жизнедеятельность, пока они не получат определенное задание. Это разумное существо? Можно ли с ним общаться? Торианин не демонстрирует ярко выраженного поведения хищника. Распространение спор – это действие, направленное на выживание, а не агрессия. Он вызывает определенное поведение в людях, но мы еще не знаем, способен ли он понимать, что они нечто большее, чем просто орудие. Он достаточно чужероден, чтобы на данный момент быть подвергнутым классификации. Где центр этой штуки? Торианин присутствует в виде переплетения отростков, разросшихся по всему Ферросу. Наблюдения за порабощенными индивидами предполагают существование ключевых узлов, состояние которых и поддерживают данные индивиды. К сожалению, непосредственное наблюдение за видом 37 ограничено, либо не существует. Я хочу узнать о корпорации Экзогени. Экзогени – корпорация, основанная людьми, которая является колонизатором в условиях новой галактической экономики. Экзогени финансирует развитие колоний и гарантирует право людей на использование ресурсов. Возможные запросы относительно политики компании следует направлять в информационный центр Экзогени. Кто здесь главный? Кто руководил исследованиями? Все решения по поводу анализа местных ресурсов и находок принимает местный руководящий персонал, за исключением тех случаев, когда ежеквартальные квоты превышаются или не выполняются. Данные о сотрудниках строго конфиденциальны. Открой мои личные файлы. Элизабет Бэйнам, младший научный сотрудник, биомедицинский отдел, 4-й уровень допуска. В данный момент вам объявлен выговор за несогласие с руководством по поводу утвержденной политики компании. Эти санкции могут быть сняты, если вы успешно пройдете следующую аттестацию. За что меня подвергли взысканию? Ваш статус был обозначен как агрессивный. Во время выполнения операции в Надежде Джу вы выразили протест проведению опытов на колонистах. В результате
вам было поручено осуществлять наблюдение за безопасностью колонистов на протяжении всего исследования. Этого пока достаточно. Перехожу в режим ожидания. Судя по всему, эти опоры крепят корабль к стене здания. Как всегда, сделали все незаметно. Как отключить питание, если оно поступает с корабля? Прикольное местечко. Геты соорудили себе типа храмик. Ха! Если геты ищут себе бога, я с радостью отправлю их к нему. Да они все одинаковые. Эту опору мы оторвать не сможем. Ищем дальше. Что это, капитан? Изоляционная лаборатория? Я, конечно, не спец, но, по-моему, надо отсоединить хотя бы одну опору. Наконец-то! Теперь поле отключится. Осталось только разобраться с Торианином. Черт! Вот бы видеть лицо их пилота, когда эта штука начала падать. Отработка по мне. Сначала гетов покрошили, теперь землетрясение устроили. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. Вы слышите меня? Это Нормандия. Группа высадки, прием. Капитан, не пугайте меня, отзовитесь. Это вы, Джокер? Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума посходили. Долбят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомбики. Вреда они не причинят. Мы возвращаемся. Просто сидите и ждите. Ну ладно. Вас понял, капитан. Будем сидеть и ждать. Делов-то. С минуты на минуту сюда заявятся геты. Держимся вместе и выходим одной командой. А вот и вы. Нужно уходить отсюда, здесь небезопасно. Мне нужно кое-что узнать. По-моему, вам известно больше о Торианине. Я боялась. Я хотела помешать исследованиям, но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда геты напали, я осталась, чтобы послать сообщение в Министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Торианина, но питание отключилось. Я не хотела этого. Вы сделали, что смогли. Я помогу вам, если вы скажете, где Торианин. Торианин под Надеждой Джу, но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблем, как раз перед нападением гетов. Но почему геты ищут Торианина? Зачем он Сарену? Он обладает уникальными способностями по контролю над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры гетов. Похоже, они направляются в вашу сторону. Спасибо за предупреждение, Джокер. Вы слышали? Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Ты не сделаешь этого, Джонг. Всем заткнуться! Дайте подумать! Что происходит? Тебе это с рук не сойдет. Уберите ее отсюда! Отойди от нее, сукин сын! Элизабет! Проклятие! Выходите так, чтобы я вас видел! Все! Черт побери, Шепард! Так и знал, что не стоит надеяться на то, что геты вас прикончат.
В базе данных Экзогении я обнаружил интересные сведения о вас. Я знаю, что вы сделали во время Блица, но ваше геройство здесь не нужно. Что вы вообще делаете, Джонг? Связь восстановлена. Экзогений хочет скрыть следы своей деятельности здесь. Это колония людей, Джонг. Нас нельзя так просто сдать в утиль. Дело не в этом. Есть нечто более ценное, чем жизнь нескольких колонистов. Значит, вам нужен Торианин? Уникальное существо Ферроса. О чем? Это телепатическая форма жизни, обитающая под надеждой Джу. Существо овладело разумом местных поселенцев. В Экзогене знали об этом с самого начала. Тебе это с рук не сойдет, Джонг. Думайте, что хотите, но никто не хватится пары другой колонистов. Вы зашли слишком далеко. Пора кончать с этим. Ну, раз так, делайте, что хотите. Будто у нас и так недостаточно проблем. Теперь мы будем стрелять друг другу в спину. Это моя вина. Я знала, что происходит, но не смогла помешать. Не начинай. Ты прекрасно знаешь, что хорошо делаешь свое дело. Так что же, дорогой капитан? Мне нужно выяснить, почему гетты охотятся на Торианина. Колонисты не подпустят вас к Торианину. Они пойдут за него на смерть. Он их контролирует. И что я должен с этим поделать? Должен быть какой-то иной способ. Он есть. Для нейтрализации колонистов можно использовать нервно-паралитический газ. Можно использовать газовые гранаты. Выпускать клубы нервно-паралитического газа не очень хорошая идея. Этот газ не является оружием. В лабораториях мы использовали инсектицид, который содержит тетрахлопин, ингибитор нервно-мышечной деятельности. Если их нервная система уже ослаблена, то он может воздействовать на них как паралитический реагент. Рискованно, но может сработать. Звучит неплохо. Сделаю все, что смогу. Прекрасно. Спасибо вам, дорогой капитан. Что это было? Не знаю, что это растение делает с людьми, но это был явно не человек. Колонистов не трогать, даже если Торианин заставит их стрелять в нас. Для этого и нужны газовые гранаты. Как прикажете, капитан. Идем. Я сопротивлялся, но он проникает прямо в голову. Вы не знаете, что это за боль. Я должен был быть лидером. Эти люди доверяли мне. Он заставляет остановить тебя. Я не буду. Я не буду! Хорошо. Нам нужно только найти эту штуку и выяснить, что... О, боже. Это еще что за черт?
Ни разу в жизни я не видел такого растения. Похоже, у нас проблемы. Стойте, нарушители покоя! Ни шагу вперед! Тысячи щупалец опутают ваши тела, достойные лишь того, чтобы после гниения стать пищей. Я говорю от имени Старого Корня, как говорила от имени Сарена. Вы предстали перед Торианином. Он повелевает вам восхищаться им. Ты что-то дал Сарену. То, что я ищу. Сарен искал знания древних. Старый корень прислушался к созданию из плоти впервые за долгий период. Был проведен обмен. Затем холодные стали убивать созданий из плоти. Тех, кто должен был стать основой следующего периода. Тех, кто достался мне по праву. Старый корень видит вокруг тебя воздух лжи. Он больше не слушает. Я не позволю тебе держать людей в рабстве. Отпусти их. Немедленно. Торианин больше не слушает вечно спешащих. Ваша жизнь коротка, но продолжается слишком долго. Твоя кровь пропитает землю и породит новые ростки. Капитан, здесь какой-то нарост. Посмотрите. Что, корешок, не нравится? Еще пару узлов и тебе хана. Почти получилось, капитан. Скоро ему конец. Я свободна! Я свободна! Я должна поблагодарить вас за то, что освободили меня. Все в порядке? Вы ранены? Все хорошо. Или будет хорошо. Со временем. Меня зовут Шиала. Я служила матриарху Бенезии. Когда она заключила союз с Сареном, я последовала за ней. Бенезия предвидела, на что способен Сарен. Она присоединилась к нему, чтобы изменить его. Но Сарен умеет настоять на своем. Бенезия потерпела поражение. Вы утверждаете, что Сарен может контролировать сознание? Бенезия недооценила Сарена, как и я. В конце концов, мы поверили его планам. Сила его убеждения поражает. Любопытным Азари наконец-то жопу порвали. Матриархи Азари – одни из самых мудрых и влиятельных существ в галактике. Как одна из них могла попасть под влияние Сарена? У Сарена есть судно. Огромный военный корабль, не похожий на те, что я видела раньше. Его называют «Властелин». Корабль может влиять на умы живых существ. Они начинают подчиняться воле Сарена. Процесс этот происходит незаметно. Занимает дни и даже недели, но избежать его невозможно. Когда Сарен доставил меня на эту планету, я уже была его рабом. Ему нужны были мои способности биотика, чтобы общаться с Торианином, узнать его секреты.
Сарен предложил меня в качестве оплаты. Меня принесли в жертву для заключения договора между Сареном и Торианином. Тогда почему геты хотели уничтожить Торианина? Получив то, что ему требовалось, Сарен решил избавиться от Торианина. Сарен знал, что вы ищете канал. Он знал, что вы следуете за ним по пятам. Он приказал гетам атаковать Торианина, чтобы вы не получили шифр. Что такое шифр? И зачем он Сарену? Маяк на Иден Прайм вызвал у вас видения, но они смутные и запутанные. Они были предназначены для сознания протеанина. Для того, чтобы полностью понять их, нужно мыслить как протеанин. Вы должны понять их культуру, историю, способ существования. Торианин существовал здесь задолго до того, как протеане построили этот город. Он наблюдал за ними и изучал их. Когда они умирали, он их поглощал. Так они стали частью его. Значит, Торианин научил Сарена думать по-протеански? Как? Шифр — это сама суть существования протеан. Его нельзя описать или объяснить. Это как описывать цвет существу, не имеющему глаз. Для того, чтобы понять его, вы должны проникнуть в память предков существ данной местности, в образ мыслей, свойственный тысяче поколений протеан. Я впитала эту память поколений, шифр, когда слилась с Торианином. Наши личности перемешались, сознания переплелись. Такому знанию нельзя научить, оно просто существует. Мне нужно это знание, чтобы остановить Сарена. Способ есть. Я могу перенести знание из моего сознания в ваше, как проделала это с Сареном. Постарайтесь расслабиться, капитан. Дышите глубоко и медленно. Сбросьте физическую оболочку. Постарайтесь почувствовать связи, соединяющие нас. Каждое действие порождает волны по всей галактике. Каждой мысли для жизни необходима другая мысль. Каждая эмоция должна затронуть чувство другого. Все мы связаны. Каждое существо — это часть единого великолепного целого. Откройтесь Вселенной, капитан. Обнимите вечность. Я передала вам шифр точно так же, как передала его Сарену. Память поколений протеан теперь принадлежит вам. Вы в порядке, Шепард? Что она сделала? Я видел. Что-то... Но я до сих пор не могу понять смысл. Вы получили ценный дар, опыт целого народа. Вашему сознанию потребуется время, чтобы переработать эту информацию. Похоже, вы не совсем здоровы. Лучше вернуться на корабль. Извините, что заставила вас испытать неприятные ощущения, но по-другому было нельзя. Вам был нужен шифр. Со временем вы поймете видение маяка. Я хочу узнать больше о Бенезии. Среди нашего народа Бенезию очень уважали. Она искусный биотик, даже для Азари. Ее повсюду знали как учителя философии и религии. Она всегда стремилась к миру и гармонии. Она вошла в союз с Сареном, потому что надеялась увлечь его с пути разрушения. Вместо этого она стала одним из самых влиятельных его союзников. Как я уже сказала, матриарх Бенезия недооценила Сарена. Не повторяйте той же ошибки. Расскажите мне о корабле Сарена. Властелин – необычный корабль. Я не знаю, как он был построен и откуда он взялся. Его конструкция не соответствует ни одному типу существующих ныне кораблей.
По сравнению с ним, любые корабли Цитадели или Альянса — просто карлики. Его орудия обладают огромной разрушительной силой. Его броня непробиваема. С таким кораблем Сарена не остановить. Вы сказали, что Сарен воздействует на разум живых существ. Властелин обладает силой внушения. Постепенно кажется, что корабль притягивает к себе. Благодаря ему аргументы Сарена становятся убедительными и неопровержимыми. Проведете много времени на Властелине и потеряете себя. Я не могу объяснить это иначе. Что вы еще можете сказать о Сарене? Мне почти нечего добавить к тому, что знаете вы. Он могуществен, влиятелен и очень опасен. Когда я следовала за ним, я не видела его истинного лица. Но теперь я понимаю, что он ввергает галактику в век тьмы и страданий. Что вы еще можете мне сказать о Торианине? Когда это существо поглотило меня, я стала его частью. Но я до сих пор не полностью понимаю его. Оно такое чужеродное, такое древнее. Невозможно узнать его точный возраст. Оно по-другому воспринимает время. 1000 лет спячки и несколько столетий беспокойной деятельности. Его сознание завораживало меня. Оно не вписывается ни в какие рамки и определения. Но теперь оно исчезло. Только не говорите, что вам жалко это существо. Торианин был уникальной формой жизни. Разумное существо, прожившее 50 тысяч лет, а может и более. В исследованной части галактики нет ничего похожего. Я благодарна вам за то, что вы освободили меня. Но я все же немного жалею о гибели такого поразительного создания. Расскажите мне о себе. Во мне нет ничего выдающегося. Я была одной из учениц матриарха Бенезии. Я следовала за ней почти 200 лет, постигая ее мудрость. Когда Бенезия сообщила о своем плане присоединиться к Сарену, она предоставила своим ученицам выбор. Последовали за ней только те, кто желал этого. Многие сочли этот план опасным. Но я верила ей. Я думала, что она может отвратить Сарена от его безумия. Вместо этого мы сами присоединились к нему. Теперь, когда вы свободны от Торианина, что вы будете делать? Если позволите, я бы хотела остаться здесь, с колонистами. Они много страдали, и я отчасти виновата в этом. Мне хотелось бы загладить свою вину. Колонистам действительно требуется помощь. Они будут рады видеть вас на своей стороне. Спасибо, капитан. Пусть благоволит вам удача. Вы справились. Торианин уничтожен, и мы можем приступить к восстановлению колонии. И Экзогени нам больше не угрожает. Мы снова просто колония на далекой планете. Спасибо вам, дорогой капитан. Вы спасли большинство зараженных. Потребуется время, чтобы все здесь восстановить, но все будет в порядке. Спасибо. Будет трудно, но мы сделаем эту колонию своим домом. Я пыталась бороться, но любая самостоятельная мысль причиняла мне адскую боль. Я сделаю все возможное, чтобы помочь колонии в эти трудные времена. Мне жаль, что я причиняла вред этим людям. Прощайте, Шелла. Прощайте, капитан. Желаю удачи в ваших поисках. Не думал, что буду так радоваться, увидев солдата. Простите меня за прежнее. Я был под влиянием Торианина. Он контролировал каждую мою мысль. Что вы будете делать теперь, когда все закончилось? Я могу остаться и попробовать возместить потери. Через несколько недель доставят новую партию товара. Возможно, колония все-таки оправится. До свидания. Желаю вам успеха в ваших делах. Спасибо за все, что вы сделали. Благодаря вам мы с Гретой начнем новую жизнь. Единственное, что можно сказать в пользу этого растения, оно заставляло забыть о голоде. Спасибо, капитан. Хорошо быть снова свободной. Скоро Ферос возродится, капитан. Зацветет пышным цветом. Вы воевали в Скелянском Блице? Не думал, что вы станете помогать нам. Вы освободили мой мозг от этой твари. Спасибо вам, капитан.
Благодарю вас за все, что вы для нас сделали. Свободен. Наконец я могу думать самостоятельно, спасибо. Свободен. Не верю, что я свободен. Капитан, у вас бледный вид. Шифр не оказывает на вас дурного действия? Просто нужно время, чтобы этот шифр заработал. Возможно, я смогу вам помочь. Я специалист по протеанам. Если я соединю свое сознание с вашим, мы могли бы чего-нибудь добиться. Сделайте это. Быстро. У нас не так много времени. Расслабьтесь, капитан. Обнимите вечность. Это было невероятно. Все это время, все мои исследования, я даже не мечтала. Простите, такие живые образы. Я и представить себе не могла, что они будут настолько яркими. У вас удивительно сильная воля, капитан. То, что вы видели, через что прошли, могло сломить кого угодно. Ну же, давайте к делу. Что вы видели? Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно поврежден. В нем недоставало крупных фрагментов сообщения. Информация, переданная в сознание капитана, неполная. Вы уверены, что там нет никаких намеков, подсказок? Чего-то, что мы могли пропустить? Все, что я видела, вы уже знаете. Вы были правы насчет пожинателей. Протеан уничтожила раса разумных машин. Очевидно, что существует связь между пожинателями, исчезновением протеан и каналом, но я не видела ничего, что помогло бы нам. Какой наш следующий ход? Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении, по крайней мере, уцелевшие фрагменты, но она не полная. У Сарена могут быть недостающие фрагменты. Он мог найти еще один маяк. Если мы отыщем то, чего не хватает в вашем видении, я смогу... О, простите, слияние довольно утомительно. Мне надо пойти в лазарет и немного отдохнуть. Доктор Чаквас должна вас осмотреть. В этом нет необходимости. Мне просто нужен отдых в каком-нибудь тихом месте. Вы уверены, что дело в слиянии? Я себя прекрасно чувствую. Ваша роль в нашей связи была пассивной. Это я должна была погрузиться в ваш разум, утонуть в ваших мыслях, а это сложнее, чем кажется. Подсознание человека инстинктивно противится слиянию. С такой сильной личностью, как ваша, достичь его еще сложнее. Здесь мы закончили. Вы свободны. Я отправил рапорт насчет Ферроса, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер. Свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Капитан, руководство Экзогени должно было сообщить нам о Торианине. Это сделало бы вашу задачу намного проще. Вы смогли бы захватить его для изучения, вместо того, чтобы уничтожать. Торианину нравилось порабощать разумы. Всякий, кто стал бы его изучать, в конце концов оказался бы его рабом. В таком случае, возможно, все к лучшему. По крайней мере, вы спасли колонию. Разумеется. Шепард пойдет на все, чтобы помочь человеческой колонии. То, что я человек, здесь ни при чем. Колонии требовалась помощь. Восхитительно. Но порой спектрам приходится идти на жертвы. Надеюсь, вы будете готовы к этому, когда придет время. До свидания, капитан. Мы будем ждать вашего следующего рапорта.